Городок Омпс, юг Франции, 4:30 утра. Хозяин гостиницы вечером провел меня на кухню ресторана и показал, с каких полок можно найти сок, йогурты и молоко. Хлеб, джем и фрукты были любезно оставлены на столе. Позавтракал, кинул ключ в условленное место, уезжаю в ночную мглу. Начинаю 6-й день велопробега до Черного моря. На ночь ставил на подзарядку свой трекер. Утром, когда собирался, уронил его на пол, и после этого он стал как-то нетипично мигать. Отъехав 5 километров от гостиницы, я решил проверить, двигается ли моя точка на сервисе отслеживания. Нет, не двигается. Я все еще в неактивном состоянии, сплю в гостинице. Покрутил устройство в руках, просматривал заспанными глазами, пожал плечами и поехал дальше. Что и требовалось доказать. Если нужно сломать прибор, представляющий собой черную пластиковую коробочку с одной кнопкой, это вам ко мне. Решил, что напишу в поддержку чуть позже, не в 5 утра. Авось не дисквалифицируют. Скоро рассвело. Самое время оказаться на сельской дороге посреди виноградников. Красота! Как я планировал маршрут, одному богу известно, но я опять оказался на грунтовке. Но пока 0 проколов, что довольно удивительно. Зато маршрут шел вдоль каких-то каналов и прочих водных объектов, что добавляло живописности. Тем временем из поддержки написали, что трекер надо бы перезагрузить и что у него, вот тяна, есть и вторая кнопка. Нажал, перезагрузил, моя точка на карте обновилась, можно жить дальше. Окольными путями вдоль каналов доехал до города Безье, 44 километра от сегодняшней точки старта. Очень симпатичный город, чистый, весь в цветах. Отдельные 10 очков добавляло то, что было раннее утро субботы, и народа на улицах еще не было. На выезде из города нашлась заправка, и я заправился кока-колой. Кстати, заметьте, как удобно досушивать носки на руле. День начинал разогреваться. В районе 9 утра уже стало теплее оптимального, а в 10 уже прям жарковато. Название очередного города, Монтаньяк, не сулило ничего хорошего. Путь мой лежал по равнине вдоль южного побережья Франции, и с экрана компьютера казалось, что тут вообще не будет холмов, но в реальности оказалось, что очень даже будет. Кстати, многие гонщики отвернули южнее и ехали по косам, расположенным вдоль основного побережья. Вот там реально был плоскач, а я этот вариант проезда почему-то полностью проигнорировал. Ну и ладно, зато пейзажи вокруг меня походили на Италию, и в дополнение у меня была возможность прокатиться по велодорожке вместе с местными опытными велосипедистами. Скоро я доехал до Монпелье. Маршрут у меня был проложен непосредственно через город, чтобы заодно устроить себе небольшую экскурсию. Но оказалось, что в городе шла масштабная реконструкция дорожной сети, и, подпрыгивая на щебне и ямах, я особо рассмотреть архитектуру не смог. Так что лучше бы я Монпелье объехал по объездной дороге, много бы не потерял. Хотя, переехав по мосту через местную полупересохшую речушку, я увидел на набережной довольно интересную современную архитектуру. Например, вот такой жилой комплекс с гигантскими балконами. К полудню прошел около 120 километров. Снова выехал в сельскую местность. На этот раз загруженный в навигатор маршрут вывел меня на велодорогу вдоль одного из каналов. Несмотря на 30-градусную жару, на ней встречалось довольно много местных велолюбителей. Отличная прямая трасса, но только через каждый километр нужно было сделать серию поворотов направо-налево-направо, что вносило разнообразие. Но скоро велодорожка закончилась, и я снова выехал на дороге общего пользования. Вот несколько впечатлений из первых рук, так сказать. Жарко. На самом деле сегодня первый такой вот прям жаркий день за все время. Больше 30 градусов. Дует ветер в спину, слава богу, но он такой очень теплый. Вот. Юг Франции. Суббота, начало августа. Как известно, все французы не любят ездить куда-то там за границей, они все стекаются на свой юг. Поэтому тут даже на небольших дорожках, по которым я стараюсь перемещаться, по которым я прокладывал трек, очень много машин. Все очень вежливые. Велосипедная страна. Но все равно надо быть начеку. Тем временем приближалась середина дня, обеденное время, и в одном из городков, на счастье, мне попался супермаркет. Так, подписчики, я заехал в Карифур. Тут прохладно, 32 как снаружи. Так, что я хочу? Я хочу какой-нибудь йогурт. А еще холодный кофе, мороженое, булку, колбасу
и никуда не ехать. В райской прохладе супермаркета было так великолепно. Впрочем, мороженое привело меня в чувство, и снова встегнувшись в педальки, я продолжил на небыстрых оборотах свой путь на северо-запад в сторону Альп. В городе Тараскон я пересек одну из больших рек Франции, Рону, и дальше равнина закончилась. Дорога стала потихоньку взбираться на предальпийские возвышенности. Силы, честно говоря, на фоне жары истощились, несмотря на прошедший обед. Но вообще, надо сказать, к 6-му дню в седле организм стал относиться к происходящему с изрядной долей философии. Мощности ноги не выдавали уже почти никакой, пульс выше 120 поднимался очень нечасто, тело перешло в режим сбережения ресурсов и, наверное, решило попрятать от меня разнообразные симптомы перенапряжения, притворившись биороботом. В каком-то городке я высмотрел пекарню и в отчаянии получить дополнительную порцию энергии сожрал 2 огромных жирных эклера. Там же я понял, что сегодня надо заканчивать пораньше, и нашел гостиницу в 25 километрах от той точки, где находился. Правда, за эти километры ничего нужно было подняться на 800-метровое плато. Благо, дело было к вечеру, и жара стала помаленьку отступать. В режиме гибернации я практически перестал фиксировать происходящее на камеру. Потихоньку-полегоньку, километр за километром, доехал до примостившегося на вершине скалы городка с очередным коротким, но неясным названием. С утра, учитывая в целом несложный рельеф, я планировал проехать больше, но жара внесла свои коррективы. Так что 280 километров сегодня, а завтра будут Альпы. До связи!